Отличный дизайн, качественные материалы, топовая сборка, перманентное измерение пульса, кислорода в крови, мониторинг сна и уровня стресса, большое количество спортивных режимов, время автономной работы до 2 недель, водонепроницаемость 5 атмосфер, возможность отвечать на входящие вызовы быстрыми ответами, а на уведомления можно отвечать даже смайликами. Обо всем этом нам заявляет сам производитель в рекламе к смарт-браслету Huawei Band 7. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой упаковке с названием и изображением модели, а также краткими характеристиками. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем сам смарт-браслет со съемным ремешком, зарядное устройство с 2 пинами. Заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем, кому это важно. Последнее — это краткое руководство на китайском языке. У меня китайская версия браслета. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, и нас уже там 88 тысяч. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем девайсы до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. И напоминаю, что скоро у меня будет обзор на Honor Band 7. Он вышел, получается, через полгода после Huawei. Ну а как Huawei допилили, мы сейчас обсудим. Полетели. К слову, на Huawei Band 7 у меня был обзор на канале. Я обозревал глобальную версию. Сегодня расскажу, появились ли изменения в работе Huawei Band 7. Изначально мы пройдемся по основным характеристикам и возможностям данного смарт-браслета. Поставляется Huawei Band 7 в темно-зеленой, красной, черной и розовой расцветке. Дизайн смарт-браслета отличный, ничего лишнего. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет смотрится хорошо. Ремешок выполнен стандартно из силикона, тактильно он приятный, запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Корпус фитнес-браслета выполнен из полимерных материалов, сборка на свою стоимость. При носке Huawei Band 7 не ощущается, спать в нем комфортно, что неудивительно, учитывая габариты и вес. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп и оптический датчик измерения пульса. Браслет может помимо пульса также кислород в крови, мониторить сон и уровень стресса. Используется технология TrueSyn версии 4.0, TrueSleep версии 2.0, TrueSport и TrueRelax. Пульс воздуха, как и кислород в крови, не нащупывает. Пульс измеряется в ручном режиме или в авторежиме. SPO2 измеряется в режиме в состоянии покоя или вручную. Мониторинг сна и уровня стресса также работают в авторежиме, кому нужно, хотя мне кажется, что мы всегда в стрессе. Измерение состояния здоровья стало корректное. Добавилась функция Health Living для развития здоровых привычек. Сон мониторит отлично, как и все фазы сна. Далее, также на корпусе есть физическая кнопка, нажимается она приятная, люфт у нее минимальный. Она отвечает за переход к меню и возврат. Переназначить команду нельзя. С фронтальной части находится слегка закругленный AMOLED-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей. Рамки у Huawei Band 7 практически незаметны, а вот подбородок не из маленьких. Цветопередача насыщенная, картинка четкая, скроллинг довольно плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Не скажу, что на первый взгляд есть сильные изменения в работе устройства, но они есть. Яркости при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью достаточно. Также есть функция автоуменьшения яркости в ночное время, шрифт хороший, как и перевод. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, чего маловато, а также есть авторежим. Функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут. Полноценный Always On дисплей на борту с 5 видами отображения. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но при включенном AOD экран никак не реагирует. Разбудить экран, нажав на него, можно, как и накрыть ладонью для того, чтобы он погас. Установить пароль на смарт-браслет возможность есть, как и включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз это панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню и виджеты можно настроить под себя, что хорошо. В меню есть тренировки, пульс, SPO2, активность, сон, стресс, дыхательные тренировки, музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне, но загрузить музыку на сам смарт-браслет не получится, что в принципе неудивительно. Далее есть погода, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме, будильник, который можно установить прямо со смарт-браслета, завести можно до 5 будильников, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопка доступна, скорее всего, со смартфонами Huawei, но в паре с Android-устройством другого производителя ее, как всегда, нет. Но мы об этом помним. Bluetooth версии 5.0, операционная система Harmony OS версии 2.0, у меня модель с NFC, но для нас это абсолютно бесполезно. Тренировок на борту более 90 режимов, Huawei Band 7 поддерживает отслеживание плавания, определение активности есть с автоопределением бега, ходьбы, эллипса и гребного тренажера. Встроенного GPS нет, и навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Заметил, что добавили функцию передачи данных пульса. Входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами, за что спасибо. Вибромоторчик хороший, силу вибраций настроить можно. Уведомления приходят моментально. Отвечать на них можно заготовками,
заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики почему-то нет. Приложений, от которых может прийти уведомление, стало больше, но проблемы с ответами на уведомления все так же встречаются. С чем это связано, я не знаю. Полный цикл зарядки занимает 1 час. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья они проживут не более 6-7 суток. За сутки уходит 18-21%. Опять же при активном сценарии использования. Время автономной работы я считаю хорошее. Быстрая зарядка на борту за 10 минут набегает все так же 15%, чего-то нового нет, но хватит этого практически на сутки. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, я окунул браслет в воду, по итогу, разумеется, с ним все хорошо, плавать можно, но напоминаю, лучше в баню с ним не ходить, как и не плавать в соленой воде с электронными устройствами. Приложение стандартное для Huawei, а именно здоровье. В приложении есть 5 вкладок, основное это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с включенными устройствами. На главной странице мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, бесплатных циферблатов более чем достаточно, и список неплохо так пополняется за это время. Любую фотографию установить можно, как и воспользоваться персонализированным циферблатом. К слову, есть циферблаты, через которые можно переходить к приложениям, и даже анимированные. Установить сторонние циферблаты можно, ищите в интернете инструкцию, если нужно. Ко всему, в интернете можно найти уже кучу решений тех или иных проблем с работой Huawei Band 7. Далее есть вкладка с анализом пульсовой волны, аритмии, настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, будильника, погоды и быстрых ответов. Напоминаю, что никакую там пульсовую волну, аритмию вы не должны смотреть, потому что все-таки, если у вас есть какие-то медицинские проблемы, браслет — это точно не средство, которое помогает вам мониторить за этими проблемами. Лучше обращаться всегда к врачу, потому что электронное устройство — это не врач. Также есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Работает это дело исправно. Обновить прошивку в приложении можно, и мне прилетало около 3-4 обновлений сразу же после подключения смарт-браслета к приложению. Минусы: заметный подбородок, нет встроенного GPS, нет микрофона, нет динамика. С включенным Always On дисплеем при поднятии запястья экран не загорается. Как по мне, можно было бы добавить возможность выбирать, что будет загораться при поднятии запястья: Always On Display или циферблат. Нет Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки на Android устройствах не бренда Huawei, нет отображения смайликов, ну и, разумеется, как и у всех, не работает NFC. Напишите, кстати, у каких браслетов сейчас новых работает NFC в Российской Федерации для оплаты. Я почему-то таких не знаю. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, китайская версия будет дешевле. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. И приходите на стримы. 26 числа, кстати, презентация у Xiaomi, и я на лайв-канале буду комментировать. Не знаю, почему они второй раз попросили, потому что после первого раза я бы сам себя не попросил. Можете посмотреть, что я про Poco вещал. Резюмирую. Умный браслет Huawei Band 7, конечно, с новыми обновлениями допилили в лучшую сторону, так как улучшился мониторинг здоровья, пополнился список поддерживаемых приложений для уведомлений, появился поиск устройства, улучшилась стабильность связи, качество отображения циферблатов, добавилась функция Health Living для развития здоровых привычек, улучшилась работа самого устройства и так далее. Девайс допилили, молодцы, в принципе, как в Mi Band 7. Mi Band 7 я, кстати, тоже переобозревал, можете посмотреть на канале. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Всем, кто посмотрел обзор, двойное огромное спасибо. Девайсу однозначное, да? Добра и удачи вам, дорогие друзья.